Мы предлагаем вашему вниманию подборку самых необычных зданий в мире. Их создатели не стали придерживаться традиций, а предпочли выйти за рамки общепринятых правил и сломать представление о том, какими должны быть архитектурные сооружения. Дом Мила, Барселона, Испания. Это здание, больше известное как Ла Педрера, одно из самых известных сооружений Антонио Гауди и его последняя светская работа. Закончив строительство дома Мила, Гауди полностью посвятил себя работе над храмом Саграда Фамилия. Свое прозвище дом получил от жителей Барселоны за сходство с каменоломней, ведь именно так переводится с каталонского «Ла Педрера». Идеальный дворец почтальона Шеваля от Риф, Франция. Француз Фердинанд Шеваль всю жизнь проработал сельским почтальоном. Каждый день на протяжении 33 лет, разнося почту по округе, он брал с собой тележку, в которую складывал камни необычной формы, попадавшиеся ему на пути. Из них он в одиночку в свободное время строил дом, в котором воплотил свое представление прекрасного. Спустя 100 лет этот дом, получивший название «Идеальный дворец почтальона Шеваля», признали памятником истории и культуры и одним из главных шедевров наивной архитектуры. Лесная спираль, Дармштадт, Германия. Этот жилой комплекс, в котором нет ни одного угла, построил один из самых чудаковатых архитекторов в истории – австриец Фриденсрайх Хундисртвассер. В жизни он был тоже довольно экстравагантным человеком, например, имел привычку носить носки разного цвета. Также он был уверен, что на людях плохо сказывается, если они живут в одинаковых обезличенных домах. Каждый имеет право на то, чтобы сделать свое жилище нестандартным. Хабитат 67, Монреаль, Канада. Этот жилой комплекс был построен для Всемирной выставки, посвященной архитектуре и строительству, в 1967 году. Над проектом работал тогда еще начинающий архитектор Моше Савди, который позже построил множество прекрасных зданий по всему миру, в том числе знаменитый отель Marina Bay Sands в Сингапуре. По своему внешнему виду комплекс напоминает конструкцию из взгроможденных друг на друга кубиков. Зато у каждой квартиры есть свой маленький сад, расположенный на крыше нижестоящего куба. Гостевой дом Ханг Нга, Далат, Вьетнам. Это здание построил вьетнамский архитектор Дан Квот Нга в 1990 году под впечатлением от творений Гауди. С виду оно напоминает огромное дерево причудливой формы и производит такое странное впечатление, что его даже прозвали сумасшедшим домом. Тем не менее, если вы не из пугливых, то вполне можете здесь пожить, ведь под видом сказочного лесного дома скрывается самая обычная гостиница. Публичная библиотека Канзас-Сити, Миссури, США. Самая большая в мире книжная полка, а именно так переводится название этого сооружения, Community Bookshelf, является на самом деле одной из стен паркинга Центральной публичной библиотеки. Спроектировал ее архитектор Брайан М. Финн, а вот выбор книг, корешки которых можно увидеть на полке, был предоставлен широкому кругу лиц. Среди читателей библиотеки был проведен соцопрос, по результатам которого были отобраны 22 самых популярных литературных произведения. Танцующий дом, Прага, Чехия. Этот необычный дом был построен на месте руин, оставшихся со времен войны. Долгие годы неподалеку отсюда жил президент Чехии Вацлав Гавел, и именно под его личным руководством осуществлялось строительство. За сходство с танцующей парой здание в шутку прозвали Джинджер и Фред в честь легендарных танцоров Джинджер Роджерс и Фреда Астера. Перевернутый дом Вандерворкс, Орландо, США. В Орландо бытует легенда о том, что когда-то это здание было научно-исследовательским институтом на одном из островов Бермудского треугольника. Ученые якобы не рассчитали силу смерча, который поднял дом в небо и унес его через весь материк во Флориду. Здесь оно благополучно опустилось на землю, вот только перевернувшись с ног на голову. Конечно же, этой истории может поверить только ребенок, а на самом деле Вандерворкс – это музей с аттракционами, построенный в 1989 году в память о землетрясении в Сан-Франциско. Кривой домик, Сопот, Польша. Архитекторов на этот проект вдохновили иллюстрации к сказкам художников Яна Марцина Шанцера и пера Оскара Дальберга. Впрочем, нам кажется, что без Корнея Чуковского тут тоже не обошлось. Помните его стихи про скрюченный домишко? Дом этот и в самом деле кривой, в нем нет ни одной ровной линии или угла.
А самое интересное то, что в этом необычном здании, как будто вышедшем из сказки, расположен не музей и не театр, а самый обычный торговый центр. Главный офис Norddeutsche Landesbank, Ганновер, Германия. Это необычное здание в футуристическом стиле было спроектировано архитекторами бюро Bächnische Architekten для земельного банка Norddeutsche Landesbank. В самом центре Ганновера, на площади 40 тысяч квадратных метров, они построили огромную конструкцию из стеклянных блоков и труб, которая сразу же стала достопримечательностью города. Всем спасибо за просмотры, не забывай ставить лайки и подпишись на канал, а также нажми на колокольчик, буду очень благодарен. Если вам понравилось видео, поделись им со своими друзьями, давайте вместе узнавать про мир больше.